Здравствуйте, зрители моего канала! В сегодняшнем видео я хочу показать вам все фильмы, которые выигрывали Оскар за лучший анимационный фильм, что присутствует у меня в коллекции. Это достаточно новая номинация среди оскаровских. Она появилась только в 2002 году. Поэтому здесь будут мультфильмы 2000-х и 2010-х годов. У меня в коллекции есть все картины, которые получали Оскар, начиная с 2002 года по 2020 год. Итак, я начинаю. И первая картина, которая выиграла Оскар за лучший анимационный полнометражный фильм, это картина DreamWorks «Шрек». Достаточно известное кино, которое очень сильно изменило, очень сильно повлияло на анимацию в целом. И также породило большое количество сиквелов и 2 спин-оффа про персонажа Кота в сапогах, который появился во второй части. Но данная картина стала первопроходцем данной награде. Идем далее. И следующая картина. 2003 год. И лучший фильм 2002 года анимационный. Это картина «Унесенные призраками» от студии Гибли, которую снял режиссер Хаяо Миядзаки. Данная картина выполнена в традиционной анимации. И на долгие годы, до 2020 года, была единственной картиной в традиционной анимации, которая выиграла данную награду. А вторую награду выиграл тот же самый Хаяо Миядзаки уже в 2024 году за анимационный фильм «Мальчик и птица». 2004 год. И Оскар за лучший анимационный фильм получил фильм «В поисках Немо» от студии Disney Pixar. Таким образом, данная картина стала первой наградой такой у данной студии. Достаточно известная картина. Про морских обитателей. В поисках Немо. 2004 год. Идем далее. 2005 год. И Оскар за лучший анимационный фильм выигрывает еще одна картина от Disney и Pixar «Суперсемейка». У меня она представлена вот в таком вот двойном издании, где также фильм «Корпорация монстров», который номинировался в тот же год, что и «Шрек», но проиграл данную награду, но выиграл награду за лучшую песню к фильму. А вот в 2005 году Оскар выиграл фильм «Суперсемейка». Здесь мы видим въезд в студию Pixar. Такие вот два издания. 2006 год. И Оскар... Сейчас, подождите. Помимо Blu-ray у меня также есть DVD «Суперсемейка». Такое вот издание. Здесь присутствует уже внутренний арт из самого анимационного фильма. Такое вот кино. Теперь уже переходим к 2006 году. И анимационный фильм выиграла картина студии Aardman. «Уоллес и Громит. Проклятие кролика-оборотня». Это первая картина в кукольной стоп-моушен анимации, которая выиграла данную награду. И данная картина сделана из пластилина. Выполнена в пластилиновой анимации. Идем далее. И в 2007 году Оскар выиграл режиссер Джордж Миллер
со своей музыкальной картиной «Делай ноги», в которой рассказывается про пингвинов, танцующих и поющих. Представлен у меня в формате Blu-ray данная картина. — 2008 год и лучший анимационный фильм — это картина Disney и Pixar «Рататуй». Достаточно известный фильм про крысеныша и про то, как он управлял человеком, чтобы приготовить в ресторане. Также замечательная картина. Идем далее. 2009 год и лучший анимационный полнометражный фильм 2008 года. Это картина, опять же, от Disney и Pixar, фильм «Валли». Представлен у меня в слипе. Появилось данное издание совсем недавно. Показывала мне в одной из недавних распаковок на данном канале. Здесь у нас про будущее, про роботов, про большой корабль. Достаточно известная и любимая зрителями картина. Фильм «Валли». Идем далее. 2010 год. И Оскар снова выигрывает Disney и Pixar со своим фильмом «Вверх», где рассказывается про старика, как он на воздушных шариках спасает свой дом от сноса. И что было далее? Здесь у нас присутствует внутренний арт данного издания. И помимо такого издания, здесь покупал был только Blu-ray. У меня есть более раннее, что покупал. Это данный фильм на DVD. Такой вот диск. Это у нас уже другой внутренний арт. Такая вот картина. Идем далее. 2011 год. И лучшим анимационным фильмом по версии Оскара признана картина «История игрушек 3. Большой побег». Когда были первая и вторая часть, тогда еще не было данной награды, поэтому они получали специальную награду оскаровскую. А вот уже «История игрушек 3», она получила полноценную награду за анимационный фильм. И была также номинирована в основной номинации как лучший фильм. Здесь также в данном издании двойном представлена картина «Тачки», которая также была номинирована на Оскар в тот же год, что и «Делай ноги», но проиграла данную награду. Такой вот слип. Здесь сзади такой же рисунок, что и на предыдущем похожем издании. Здесь «История игрушек. Большой побег» и «Тачки» в данном издании. Следующий год 2012, и награду получает Гор Вербински, режиссер «Пиратов Карибского моря», со своей картиной «Ранго». Здесь рассказывается про ящерицу, ее приключения,
И здесь это как бы вестерн. И события, как обычно происходит в вестернах. Основные события данного фильма анимационного. 2013 год. И Оскар выигрывает картина «Храброе сердцем», которая представлена у меня на Blu-ray в таком вот украинском издании, где также присутствует русский язык. И также в формате DVD в таком вот российском издании. Здесь присутствует внутренний арт главной героини данной картины. Здесь у нас события происходят в Шотландии. И девушка не желает выходить замуж и превращает свою мать в медведя. И все, что было дальше с этими событиями. Такая вот картина. 2014 год. И награду за лучший анимационный полнометражный фильм получает картина от Disney. Уже просто Disney. «Холодное сердце». Достаточно известная картина, особенно своей музыкой. Потому что это и музыкальный фильм. Здесь присутствует внутренний арт в данном издании с персонажами данного фильма. И помимо награды, которую сказал, также данная картина выиграла Оскар за лучшую песню «Холодное сердце». 2015 год. И Оскар уходит фильму «Город героев». Снова просто Disney без Pixar. Это у нас супергеройское кино, которое идет корнями к Marvel. Но здесь нет упоминаний Marvel. Но данные персонажи изначально появились как персонажи именно комиксов Marvel. «Город героев». Идем далее. 2016 год. И Оскар за лучший фильм анимационный выигрывает картина от Disney Pixar «Головоломка». Где показываются, как внутри чувства разные человека общаются между собой. И как они вообще выглядят. Картина «Головоломка». В этом году выходит вторая часть «Головоломка 2», где чувств представлено будет больше. 2017 год. И лучшим анимационным фильмом 2016 года признана картина «Зверополис». Опять же, просто Disney, без Pixar. Представлен в таком вот металлизированном издании, где Blu-ray 3D плюс просто Blu-ray. Здесь такой же внутри арт. И здесь также присутствует внутренний арт с двумя главными персонажами данной картины. Лисом и крольчихой. Как они пытаются распутать дело, про которое рассказывается в данной картине. Следующий фильм, а именно лучший фильм 2017 года, награда за который была получена в 2018 году, это фильм «Тайна Коко» от Disney и Pixar. Здесь у нас про Мексику. И про Мигеля. Это у нас также музыкальный фильм. Но здесь музыка появляется тогда, когда она нужна. Они просто поют.
в определенный момент такое вот двойное издание с Blu-ray и дополнительными материалами. Присутствует также внутренний арт данного издания. Фильм «Тайна Коко». 2019 год. И Оскар получает фильм от студии Sony Pictures Animation. Sony Animation. Человек-паук через вселенные. Первая награда данной студии, как вы можете видеть. Понятное дело, здесь рассказывается про Человека-паука и мультивселенную. То есть разные версии Человеков-пауков представлены в данной картине. И в 2023 году вышло продолжение, которое было также номинировано, но не выиграла данную награду. Наконец, последний обладатель премии «Оскар» за лучший анимационный фильм, который выходил в России или с русским языком, это «История игрушек». Фильм 2019 года. Награда получена в начале 2020 года. Это уже 4-я часть. 3-я часть, как я уже говорил ранее, также получила данную награду. А 1-я и 2-я специальные награды. Присутствует внутренний арт. Такое вот издание. Это был последний фильм, который выигрывал Оскар за анимационный фильм, который есть у меня в коллекции. Следующие фильмы, а именно «Душа», «Энканто», «Пиноккио» и «Мальчик и птица» уже с русским языком на Blu-ray или DVD не выходили. То есть только иностранные издания. Их у меня пока нет в коллекции. Поэтому «История игрушек 4» это последний фильм, который получил такую награду, что у меня есть. А на этом данное видео все. Подписывайтесь, ставьте лайки, ждите следующих видео. А на этом все. Пока.